А вы помните легендарный гол Рамоса на последних минутах финала Лиги Чемпионов против Атлетико в 2014? Или самый драматичный финал в Барселоне, когда Манчестер Юнайтед обыграл Баварию на последних минутах в 99 году. А как Юнайтед спас серию против ПСЖ в 2019? Без долгих предисловий. В этом видео я хочу вспомнить и рассказать про 11 самых крутых, невероятных и эмоциональных камбэках в истории Лиги Чемпионов. Челси-Наполи, 2012 год. 1/8 финала Лиги Чемпионов 11-12. Челси Андрея Виллаш-Боаша переживает кризис. Раздевалка бунтует, результаты падают. Наполи и Вальтера Маццари, напротив, словно летит на крыльях, с Кавани, Лавеси и Гамшиком в огне. Первый матч в Италии – катастрофа для Челси. Хоть Хуан Мата и открыл счет на 27-й минуте, но еще до перерыва Лавеси и Кавани вывели неапольцев вперед. После перерыва Лавеси оформляет дубль. Итальянцы доминировали на протяжении всего матча, и в целом мало кто верил в лондонцев после такого разгрома. 14 марта 2012 года. Стэмфорд-Бридж. Виллаш-Боаш уже уволен. Роберто де Матео временно у руля. Челси выходит с яростью загнанного зверя, под рев трибун. Наполи же уверены в перевесе, да и первые моменты создают именно они. Чех становится королем этого вечера. 28-я минута. Дидье Дрогба замыкает навес Рамиреса ударом головой. 1-0. Стэмфорд-Бридж оживает. Запахло борьбой. 47-я минута. Лэмпард подает угловой. Джон Терри, капитан, забивает второй. Счет 3-3 по сумме. И у Челси гол в гостях. Интригу возрождает Гёнхан Инглер, забивший на 55-й минуте. Преимущество снова у Наполи. 75-я минута. Снова угловой. Мяч попадает в руку Андреа Доссены, и Фрэнк Лэмпард реализует пенальти. 4-4 по сумме. Овертайм. 105-я минута. Дрогба делает прострел в штрафную, где оказывается Иванович. Серб бьет под перекладину. 4-1. 5-4 по сумме. Наполи бросился отыгрываться, но ничего уже не получается. Финальный свисток, и Челси вырывает победу. Впереди ждали Барселона и финал с Баварией, где Челси выиграет свой первый титул Лиги Чемпионов. Реал Мадрид, Манчестер Сити, 2022 год. Последние годы Мадрид заслуженно получил титул короля камбэков, и самым ярким из них стал полуфинал Лиги Чемпионов 2022 года против Сити. Сити Пепа Гвардиола – машина с пиковыми Де Брюйне, Гюндоганом и Морезом, готовая наконец взять трофей. Первый матч на Этихаде – триллер. Сити забил дважды уже к 11-й минуте. К 82-й минуте счет был 4-2 в пользу горожан. Бензема забил пенальти в конце матча. И 3-4 на выезде казались вполне комфортными для сливочных. 4 мая 2022 года. Сантьяго Бернабеу. Сити приехал с преимуществом. Реал с верой и магией своего стадиона. Первый тайм по нулям. 73-я минута. Бернарду Силва отдает гениальный пас на Мореза. Алжирец красиво забивает в ближний угол. 1-0 в матче, 5-3 по сумме. Сити уже видит финал. Трибуны притихли. Гвардиола готовится праздновать. Но Реал – команда, которая не сдается. 90-я минута. Камавинга подает в штрафную Сити. Бензема скидывает во вратарскую. И тут из-за спины защитника выскакивает Родриго, который проталкивает мяч в ворота. 1-1. Бернабеу взорвался, но этого мало. Не проходит и минуты, как Карвахаль навешивает в штрафную, и все тот же Родриго, на этот раз головой, забивает второй гол. 5-5 по сумме двух матчей. Игра переходит в экстра-тайм. Дополнительное время. 93-я минута. Рубен Диаш сбивает Бензема в штрафной. Пенальти. Карим исполняет сам. Он разводит Эдерсона и мяч по углам. 3-1 в матче, 6-5 по сумме. Сити уже не оправился. А впереди у Мадрида финал против Ливерпуля и 14-й титул Лиги Чемпионов. Манчестер Юнайтед, ПСЖ, 2019 год. 1/8 финала. Юнайтед под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ули Гуннара Сульшера и ПСЖ, французский гигант с Мбаппе и Ди Марией. В первом матче 12 февраля на Олд Траффорд ПСЖ доминировали. Голы Кимпембе и Мбаппе принесли победу 2-0. Юнайтед выглядел беспомощно. Еще и Погба получил красную в конце матча. Шансов маловато. Казалось, ответный матч станет формальностью. 6 марта 2019 года.
Парк де Пренс. У МЮ травмировано 10 игроков, включая Марсиаля, и красная у Погба, а на поле молодежь и запасные. Но Сульшер, мастер драмы еще со времен финала 99-го, зарядил команду на подвиг. ПСЖ, уже расслабленный преимуществом, недооценил соперника. Вторая минута. Защитник парижан Тило Керрер ошибается на своей половине поля и выкатывает мяч прямо на Лукаку, который выходит 1 на 1 с Буфоном и без труда обыгрывает вратаря на скорости, отправляя мяч в сетку. 1-0. 12-я минута. Алвес, Мбаппе и Бернат без труда соорудили гол для парижан, и счет снова стал максимально комфортным. 30-я минута. Дальний удар Решфорда, чудовищная ошибка от Буфона, который отбивает мяч прямо на набегающего Лукаку. Бельгиец добивает мяч в пустые ворота. 2-1. Вот теперь интрига накаляется до предела. Трибуны гудят. Мбаппе и Ди Мария рвутся вперед, но Де Хея и каркас ворот спасают МЮ от пропущенного. 90-я минута. Юнайтед поддавливает. Диогу Далот пробивает издали. Мяч попадает в руку Кимпембе. Судья после ВАР указывает на точку. 21-летний Решфорд уверенно переигрывает Буфона. 3-1 на 94-й. По сумме 3-3, но выездные голы выводят МЮ дальше. Монако Реал, 2004 год. Четвертьфинал Лиги Чемпионов 0-3-0-4. Монако, Дидье Дешама, скромная команда с молодыми талантами вроде Жули и Марьентеса. Без громких титулов, а Реал – Галактикос. Зидан, Роналду, Фигу, Бекхэм, Роберто Карлос. Первый матч 24 марта на Сантьяго-Бернабеу Мадрид раздавил французов 4-2. Голы Эльгеры, Зидана, Фигу и Роналдо против точных ударов Скилаччи и Марьентеса. Два мяча на выезде оставляли Монако призрачный шанс, но мало кто верил, что они устоят против мадридской машины. 6 апреля 2004 года. Стадион Луи II в Монако. Монако вышел сражаться. Дешам сделал ставку на скорость и прессинг, чтобы вскрыть дыры в несбалансированной обороне Реала, где защита сливочных не всегда успевала. Однако счет открыл Рауль с передачи Роналдо на 36-й минуте. Общий счет 5-2. Казалось, Монако сломается, но перед перерывом на 45-й Жули ударил с лета из-за штрафной и попал в самый угол. А сразу после перерыва арендованный у того же Реала Фернандо Марьентес головой вогнал мяч после заброса в штрафную Реала. 2-1 и 4-5 по сумме. Игра зависла на волоске. 66-я минута. Прострел в штрафную, и Жули подправляет мяч пяткой прямо в ворота. Шикарный гол, и счет теперь равный. Но благодаря двум выездным голам Монако впереди. Мадрид бросился отыгрываться, но монегаски удержали счет и прошли дальше. В полуфинале французы прошли Челси, но в финале порту Жозе Моуриньо не оставила Монако никаких шансов. Рома-Барселона в 2018. Весна 2018. Четвертьфинал Лиги Чемпионов. Рома на тот момент стабильно на вторых ролях в серии А, но с характером. А вот Барселона – машина Эрнеста Вальверде с Месси, Суаресом, Иньестой и непроходимой обороной. Летела к очередному трофею. Первый матч 4 апреля на Камп Ноу закончился ожидаемым разгромом. 4-1. Автоголы Де Росси и Манолоса плюс мячи Пике и Суареса решили исход противостояния в пользу Барсы. Казалось бы, единственный гол Эдина Джека на выезде был слабым утешением для римлян. Никто не ждал чуда. Отыграть 3 мяча у такой Барселоны выглядело фантастикой. 10 апреля 2018 года. Стадио Олимпика. Рома вышла как на последний бой под рев 70 тысяч фанатов. Эусебио Ди Франческо бросил все силы вперед. Высокий прессинг, сумасшедшая энергия, ставка на физику. Барса же, уверенная в своем преимуществе, вначале поплыла. 6-я минута. Эдин Джека, боснийский гигант, продавил защиту каталонцев после заброса от Де Росси и пробил Тер Штегена в ближний угол. Трибуны взорвались, запахло надеждой. Итальянцы начали давить, а Барса теряла мяч раз за разом. До перерыва было несколько моментов, но счет не изменился. На 57-й минуте очень похожий момент на первый гол, но на этот раз Джека свалили. Пенальти. Даниэле Де Росси, капитан, искупил автогол из первого матча и уверенно переиграл Тер Штегена. 2-0. Счет по сумме стал 3-4, и надежда зажглась ярче. У Ромы снова возникают моменты. 82-я минута. Угловой. Джингис Ундер навешивает, а Костас Манолос, второй грешник первого матча, головой отправляет мяч в сетку. 3-0. Олимпика задрожал. Счет сравнялся. 4-4. Но выездной гол Джека выводит Рому дальше. Барса бросилась отыгрываться, но римляне встали стеной и отстояли проход. Милан Депортиво в 2004. Сейчас уже мало кто помнит, но начало нулевых
золотое время для Депортиво, 2 серебра в чемпионате, кубок и 2 суперкубка в Испании. И высокое качество игры. Молчей Депор тоже выступали неплохо. В розыгрыше 0-3-0-4 в 1/4 финала испанцам достался Милан Анчелотти, действующий чемпион. Звездный состав с Мальдини, Кака, Пирло, Зейдорфом и Шевченко. Первый матч прошел на Сан-Сиро. Милан ожидаемо доминировал и уверенно победил 4-1 с голами Шевченко, Пирло и дублем Кака. После разгрома мало кто верил, что испанцы смогут отыграться. 7 апреля 2004 года. Стадион Риассор в Ла-Корунье. Депортиво вышел на поле с невероятной решимостью, подогреваемый своими болельщиками. С первых минут Депортиво сделал ставку на агрессивный прессинг и быстрые атаки, чтобы застать Милан врасплох. 5-я минута. Вальтер Пандиани открывает счет, обыграв Мальдини и не сильно пробив в угол ворот Диды. Этот гол дает Депортиво надежду и заряжает трибуны. 35-я минута. Дида ошибается на выходе после подачи в штрафную, и Хуан Карлос Валерон удваивает преимущество, забивая головой с линии вратарской. Итальянцы начинают терять контроль, а Риассор буквально взрывается. 44-я минута. Альберт Луке делает счет 3-0. Милан, который вел 4-1 после первого матча, теперь был в шаге от вылета. 4-4 по сумме 2 встреч, но у Депортиво гол на выезде. 76-я минута. Фран Гонсалес, левый защитник и легенда клуба, устанавливает окончательный счет. 4-0 в матче и 5-4 по сумме в пользу Депортиво. Милан так и не смог ничего сделать. Это был первый случай в истории плей-офф турнира, когда команда отыграла отставание в 3 гола после первого матча. Ну и Депортиво предстояло сразиться в полуфинале с Порту Мауриньо. Ливерпуль-Барселона в 2019 году. Безумный камбэк Ливерпуля в полуфинале ЛЧ против Барселоны. Перед ответным полуфиналом ситуация для англичан выглядела практически безнадежной. В первом матче на Камп Ноу каталонцы одержали уверенную победу 3-0. Казалось, что шансов у Ливерпуля не осталось. Особенно учитывая отсутствие из-за травм Мохаммеда Салаха и Роберто Фермино. Однако Энфилд и команда Клоппа были готовы творить чудеса. С первых минут Ливерпуль играл агрессивно, прессинговал и заставлял Барселону ошибаться. Уже на 7-й минуте Ориги открыл счет с добиванием после удара Хендриксона. Барселона пыталась контролировать игру, но Алисон тащил как не в себя. Во втором тайме Клоп выпустил Вейналдума, и этот ход изменил все. В начале тайма, на 54-й и 56-й минутах он оформил дубль, сравняв общий счет противостояния. Барселона выглядела сломленной. На 79-й минуте Трент Александр-Арнольд при розыгрыше углового увидел, что каталонцы заняты спорами между собой и не следят за игрой. Быстро подал в штрафную синегранатовых, чем воспользовался Ориги, забив 4-й мяч. Энфилд и весь футбольный мир были в экстазе. Барселона-ПСЖ, 2017 год. Самый невероятный камбэк в истории Лиги Чемпионов. 8 марта 2017 года. Камп Ноу. 1/8 финала между Барселоной и ПСЖ. В первом матче парижане уничтожили каталонцев. Никто еще не отыгрывал такой разрыв, но этот вечер войдет в историю. Барса выходит как на последний бой. Уже на 3-й минуте Суарес забивает головой. Камп Ноу оживает. На 11-й минуте случается первый шаг к грандиозному скандалу. После прострела Дракслера мяч попадает в руку Маскерана в штрафной каталонцев. Арбитр матча Айтекин назначает только угловой. Барса продолжает давить. В конце первого тайма навес в штрафную ПСЖ. Суматоха, автогол Курзава 2-0. Сразу после перерыва Неймар заходит в штрафную. Контакт с Мартинесом, пенальти. Месси бьет 3-0. Но даже после этого Барсе нужно еще 2 гола. Но забивает Кавани 3-1, и надежда Барсы умирает. Каталонцам нужно забивать еще 3 для прохода. На 85-й минуте Ди Мария откровенно запарывает выход 2 в 1, а на 88-й минуте Неймар забивает со штрафного 4-1. Через минуту падение Суареса в штрафной, контакт минимальный, но Айтекин показывает на точку. Неймар бьет 5-1. Последние секунды. Барсе нужен еще 1 гол. Вся команда, включая Тер Штегена, в штрафной парижан. Неймар навешивает. Сержио Роберто подставляет ногу и отправляет мяч в сетку. 6-1. Это невероятно. Камп Ноу в экстазе, а футболисты ПСЖ в полном шоке. Этот матч еще долго вызывал ожесточенные споры, в том числе о неоднозначном судействе. Но то, что Барса проявила характер, а у парижан характера не было, бесспорно. Интер-Барселона, 2025 год. Пока я готовил это видео, написал сценарий, записал его, почти закончил монтаж, Интер с Барсой решили выдать один из самых ярких матчей за последние годы. И первый-то матч 30 апреля в Испании был огненным. Команды сыграли 3-3.
А уж вторая игра точно не оставила никого равнодушным. Уверен, в памяти это еще свежо, но для истории рассказать надо. 6 мая 2025 года. Стадион Джузеппе Меацца. В первом тайме 2 провала обороны Барсы и 2 гола от Интера. Каталонцы будто и не сопротивлялись. Казалось, что все уже решено, но после перерыва на поле вышла другая Барселона. Она буквально втаптывала итальянцев в газон, не давая им сделать вообще ничего. На 54-й минуте забил Эрик Гарсия, а на 60-й Дани Ольмо. Оба раза ассистировал Жерар Мартин. Барса должна была забивать еще, но голкипер Интера Ян Зомер вытащил несколько мертвых мячей. Только на 87-й минуте Рафинья таки забил третий гол своей команды, завершив переворот игры. Ну и тут я выключил матч. И очень зря. Футбольный мир в этот вечер ожидал второй камбэк за один матч. На третьей добавленной минуте Интер наконец выбрался в атаку. Еще одна ошибка защитника Барсы. Думфрис простреливает на Франческо Ачерби, который вколачивает мяч в верхний угол ворот. 3-3. В экстра-тайме забивает Фратези. 4-3. Барса попытался отыграться, но Зомер продолжал выдавать великолепный матч. Интер вышел в финал. Самый драматичный финал Лиги Чемпионов в истории Реала. 24 мая 2014 года. Лиссабон. Эстадио да Луж. Реал против Атлетико. Дерби Мадрида в главном матче года. Атлетико – машина Диего Симеоне. Команда, которая уже шокировала Европу, выиграв Ла Лигу. Реал – команда звезд, мечтающая о заветной Десиме. 10-м трофее ЛЧ. Матч начинается в напряженной борьбе. Атлетико играет агрессивно. Реалу сложно взломать их оборону. 36-я минута. Угловой у ворот сливочных. Выбитый мяч подбирает Хуан Фран. Следует навес, Касильяс ошибается на выходе и Годин головой перебрасывает вратаря. 1-0. Атлетико делает шаг к величию. Второй тайм. Реал идет вперед, но матрасники держатся. Время уходит. На табло 90 минута. Атлетико уже чувствует кубок в руках, но Реал не сдается. 93-я минута. Последний шанс. Угловой. Модрич навешивает. Серхио Рамос взмывает в воздух. Гол. 1-1. Это спасение. 92-48 становится символом. Игроки Атлетико в шоке. Дополнительное время. Физические силы на исходе. 110-я минута. Ди Мария прорывается по левому флангу, бьет. Куртуа отбивает, но Бейл добивает головой в сетку. 2-1. Атлетико сломлен. 118-я минута. Марсело прорывается и сбивает третий. Ему даже никто не мешает. 120-я. Роналду зарабатывает и реализует пенальти. 4-1. Это конец. Финальный свисток. Реал выигрывает свою 10-ю Лигу Чемпионов. Финал Лиги Чемпионов 1999 года. Самый драматичный финал ЛЧ в истории. 26 мая. Барселона. Стадион Камп Ноу. Манчестер Юнайтед против Баварии. Англичане мечтают о требле, а немцы о долгожданной победе в Европе. Игра начинается, и уже на 6-й минуте Марио Баслер пробивает низом со штрафного. Мяч проходит мимо стенки и залетает в сетку. Шмейхель даже не шелохнулся. 1-0. Бавария ведет. Мюнхенцы продолжают давить. Красные дьяволы периодически огрызаются. Юнайтед без капитана Роя Кина и лидера полузащиты Пола Сколза не может найти свою игру. 67-я минута. Фергюсон бросает в бой Тедди Шерингема. Но время уходит. 80-я минута. 85-я. Англичане все ближе к поражению. Арбитр добавляет 3 минуты. 91-я минута. Угловой. Бекхэм навешивает. Мяч отскакивает к Гиксу. Удар, рикошет. И Шерингем проталкивает мяч в ворота. 1-1. Юнайтед сравнивает. Но это еще не все. Игроки Баварии в шоке, они не верят в происходящее. Но Манчестер Юнайтед уже почувствовал вкус победы. Красные дьяволы бегут вперед. И спустя минуту еще один угловой. 93-я минута. Снова подает Бекхэм. Подача. Шерингем сбрасывает Сульшеру. Гол. 2-1. Это безумие. Игроки Баварии падают на газон в отчаянии. Смаэль Куфур бьет кулаками в землю, едва сдерживая слезы. На трибунах хаос. Еще несколько секунд, и судья матча Пьер Луиджи Калина дает финальный свисток. Манчестер Юнайтед выигрывает Лигу Чемпионов. Команда сэра Алекса Фергюсона творит величайший камбэк в истории финалов. Капитан Юнайтед Петер Шмейхель поднимает кубок над головой. Ну и самый легендарный финал Лиги Чемпионов. 25 мая 2005 года. Стамбул, стадион Ататюрк. Милан против Ливерпуля. Итальянцы безоговорочные фавориты. В их составе Шевченко, Кака, Пирло, Мальдини. И они сразу показывают, кто здесь главный. Уже на первой минуте капитан Милана Мальдини открывает счет после подачи Пирло со штрафного. 1-0. Ливерпуль пытается ответить, но итальянская защита непробиваема. А перед самым перерывом Креспо сначала замыкает прострел Шевченко 2-0, а через несколько минут изящно перебрасывает Дудека после гениального паса Кака. 3-0. Казалось, все кончено.
Но в этот вечер Ливерпуль собирается переписать историю. В перерыве Стивен Джеррард кричит своим, что еще не все. И вот, 54-я минута. Навес Рисе, Джеррард бьет головой. 3-1. Проходит всего 2 минуты. Шмитцер стреляет из штрафной. 3-2. Милан в панике. 60-я минута. Джеррард врывается в штрафную, его сбивают. Пенальти. Пробивает Алонсо и бьет неудачно. Дида отбивает, но испанец бросается на добивание и вколачивает мяч в сетку. 3-3. Это фантастика. Милан ошеломлен, но не сдается. В концовке основного времени у Милана еще куча моментов, но мяч не идет в ворота. Дополнительное время обходится без голов, хотя у Милана снова момент за моментом. Все решится в серии пенальти. Здесь главным героем становится Ежи Дудек. Он начинает свою спагетти танцевальную технику и сбивает миланцев с толку. Сержиньо мажет. Удары Пирло и Шевченко Дудек тащит. Ливерпуль побеждает. Это чудо в Стамбуле.